Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Manowar. И если вы в 11 классе меня попросили составить рейтинг любимых рок-исполнителей, то в первой десятке однозначно была бы эта американская группа. Ну, что тут сказать, я был подростком и любил хэви-метал. И Manowar были среди тех, кто выдавал на гора чистейший образец этого стиля. Помню, как перед сдачей первого институтского экзамена мы с друзьями целую ночь пили чефир и зубрили учебники. А на утро, чтобы взбодриться перед решающей битвой, на полную громкость врубили эту песню. Сегодня мне трудно относиться к группе без изрядной доли иронии. Столько в ее творчестве наивного позерства и незамутненного пафоса. А уж тексты... Даже человек, не знающий английского языка, заметит набор одних и тех же слов, кочующих из песни в песню. Сталь, металл, борьба, огонь, смерть, кровь и так далее. Тематика песен тоже не отличалась особым разнообразием и вполне соответствовала словарному запасу. Группа целиком оправдывала свое название и изрядную долю творчества посвятила воспеванию воинственного духа. Неиссякаемым источником в этом плане стала европейская мифология, будь то скандинавские боги с их Валгаллой, битва Ахилла с Гектором или поиск Святого Грааля. По сути, музыка группы – это готовый саундтрек к любому фэнтези-фильму вроде Конана Варвара. И пускай весь этот мачизм с надуванием щек и мышц сегодня вызывает улыбку, трудно не признать, что музыка группы действительно способна возбуждать не хуже чефира. Группа была создана бас-гитаристом Джой Де Майо и гитаристом Россом Фуничелло в апреле 80-го года. Историческая встреча двух будущих участников состоялась на концерте Black Sabbath. Де Майо на тот момент являлся пиротехником басиста Sabbath Гиза Батлера, а Росс выступал в составе разогревающей группы для Sabbath. Джой был до того впечатлен безумным поведением гитариста на сцене и его манерой игры, что попросил Ронни Джеймс Дио, тогдашнего вокалиста Sabbath, познакомить Росса с ним. И таким образом, после непродолжительного разговора, Black Sabbath пришлось искать нового пиротехника. Ребята же, уволившись со своих прежних работ, пригласили в состав новоявленной группы школьного приятеля Джоя Эрика Адамса. После непродолжительных прослушиваний был найден и ударник Карл Кеннеди. Группа долго мучилась в поисках подходящего названия и, наконец, остановилась на Manowar. С одной стороны, в дословном переводе это обозначает «воин», но с другой – так назывались самые крупные корабли парусного флота. И в том же 80-м году группа отправилась в студию, где и записала демо-ленту. Однако после этой записи из состава ушел Карл Кеннеди. Его место занял американец польского происхождения Донни Хамзик. Регулярные выступления принесли свои плоды в начале 81-го, когда ребятам удалось заинтересовать менеджера Kiss Билла Экойна, который устроил группе контракт с Liberty Records. Компания была не ахти какая известная, однако это было уже что-то,
и в 1982 году был выпущен дебютный альбом группы. Никакой революции диск в мире и в частности в США не сделал. По звучанию он сильно напоминал смесь Deep Purple и Black Sabbath. Все композиции альбома были написаны самим Джоем, а тексты были довольно незамысловатыми. Альбом продавался не самым лучшим образом, однако был все-таки неплохо воспринят критиками в Европе и Японии. В США же дебют прошел абсолютно незаметно. Летом 1982 года группа вновь подверглась смене состава. И снова это был ударник. Хамзик не мог выдержать ритм и понять смысл музыки группы и был заменен на Скотта Коламбуса. Скотт был одним из друзей Де Майо, но, по легенде, сила его ударов по установке была настолько сильна, что группе пришлось заказать стальные ударные. Тогда же группе предложили выступить на знаменитом ежегодном рок-фестивале в Ридинге. Однако буквально за неделю до концерта владельцы Liberty Records расторгли контракт с группой, и выступление не состоялось. Многие молодые группы зачастую опускали руки и распадались после такого негативного опыта. Но Man of War бросили вызов судьбе и продолжили свой крестовый поход по дороге к славе. Таким образом, группа продолжала давать концерты и в конечном счете добилась подписания контракта с английской звукозаписывающей студией. Со стороны группы контракт вообще был подписан кровью. Как объяснял басист и основной автор группы Джоуи Де Майо, этим поступком они хотели показать этим людям свою готовность отдать кровь за хэви-метал. И в тот самый момент и началась скандальная известность группы, которая при первой же возможности проклинала, на чем свет стоит, множество коллективов, играющих, по их мнению, фальшивый металл. Подобными обвинениями они осыпали множество групп, тем более что объектов для нападок на тот момент было действительно немало. И новый альбом явился доказательством того, что их музыка и есть настоящий металл. На самом деле, какую песню на диске не возьми, все они являются классическими композициями в стиле хэви-метал. В начале 1984 года музыканты отправились в Канаду для записи нового альбома. Этот диск был во многом посвящен народным английским легендам о короле Артуре, что очень импонировало английской публике. Многие композиции были весьма мрачноваты по содержанию и в какой-то степени могут быть отнесены к разряду очень-очень раннего варианта стиля black metal. Нечего и говорить, что турне по Англии имело бешеный успех. Однако дела шли вовсе не так замечательно, как хотелось бы музыкантам. В том же году их звукозаписывающая студия объявила о расторжении контракта под предлогом того, что теперь они будут работать только с английскими командами. Однако и это не могло остановить наших героев. В ту пору звукозаписывающих компаний развелось столько, что перед музыкантами стоял лишь один вопрос: в чьи руки себя отдать? В конечном счете они остановили свой выбор на небольшой студии и, поработав определенное время, выпустили в том же 1984 году новый диск. Честно говоря, он получился не особенно сильным, однако он же закрепил успех группы на европейском рынке и дал музыкантам возможность в очередной раз доказать, что их вера в металл непоколебима.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Вплоть до начала 1986 года группа находилась в мировом турне. Однако в стороне от восторженных голосов оставалась родина группы – Америка. Впрочем, это не сильно задевало музыкантов. И одним из самых значительных моментов того турне стали совместные выступления с Motorhead. Тем не менее, как бы здорово ни шли дела, а надо было начинать работу над новым альбомом. И тут с группой случилась прямо-таки мистическая история. Как только ребята записали новый альбом, за день до отправки мастер-ленты на завод в студии случился пожар, и альбом сгорел. Такого удара небольшая студия пережить не смогла. Manowar была ее единственным козырем, и, вложив в создание злополучного альбома круглую сумму, компания приказала долго жить. Тут, пожалуй, у кого угодно руки опустятся, и снова судьба дала ребятам очередной шанс на успех. Они подписали контракт с крупным американским лейблом Atlantic Records. Результатом сотрудничества явился выпущенный в феврале 1987 года альбом. Надо сказать, что группа к тому времени заметно выросла и в музыкальном, и в текстовом плане. Композиции стали более понятными и вразумительными, а тексты более осмысленными. Одна из песен даже была посвящена войне во Вьетнаме. Однако основная тема не изменилась. Heavy Metal прочно засел в голове у ребят, и ничто уже не могло его оттуда выбить. И в том же году группа была всемирно признана самой громкой в мире, что и было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Вплоть до сентября 1988-го группа находилась в непрерывных гастролях и смогла приступить к записи нового диска только по их окончании. Новое творение было самоуверенно озаглавлено «Короли металла». И эта фраза в принципе соответствовала истине. Здесь было все. И баллады, и быстрые, и медленные композиции. Одна из этих композиций вообще была записана в соборе Святого Павла в Бирмингеме с использованием настоящего церковного хора. Такого рода диск не мог не стать номером один во всех хит-парадах мира. Так оно и произошло. Омрачил же все дело только один момент. Критики в очередной раз нашли, за что упрекнуть группу, а именно за их мужской шовинизм, отчетливо прослеживающийся в некоторых композициях. Казалось, после такого диска группу уже ничто не могло потрясти, но на этот раз проблема появилась изнутри. Ушел Росс. Никаких музыкальных и тем более личных разногласий у ребят не было. Просто Росс решил играть более блюзовый вариант хард-рока, что в рамках Manowar было просто нереально. Остальные музыканты вполне понимали желание своего сотоварища и расстались с ним в самых теплых чувствах, занявшись поисками замены. Да, собственно, и замена эта была у них уже давно на примете. Гитарист Шенкель. Познакомился же он с группой еще в процессе работы над предыдущим альбомом и с той поры не терял с ними контакта. Последующие 2 года группа сыгрывалась и занималась исключительно гастрольной деятельностью, по окончании которых у них было уже довольно много идей для записи новой пластинки. И снова возникли проблемы внутри команды.
У Скотта тяжело заболел сын, так что ему пришлось покинуть коллектив и заняться семейными проблемами. Как-никак, Скотт был одним из участников группы, прошедшей с коллегами через множество черных дней. И неудивительно, что, уходя из группы, он сделал настоящий джентльменский шаг. Нашел себе замену в лице абсолютно никому неизвестного ударника по прозвищу Рина. Однако в первый же день после принятия в группу он случайно сжег свою старую ударную установку. И в итоге Скотт сам передал ему свои легендарные палочки. Так что к моменту записи альбома группа была вновь готова на все 100. Однако проблемы на этом не закончились. Дело в том, что для хэви-металла наступил не самый лучший момент. Изо всех щелей полезла новомодная музыка в стиле гранж и альтернатива. В связи с этим руководство Atlantic Records попросил ребят сделать альбом чуть-чуть поспокойнее. Однако Manowar остались стопроцентно верны своему стилю, и новый альбом успокоил всех фанатов группы, слишком взволнованных 50% сменой состава. Особый интерес был проявлен к 27-минутной композиции, текстовая часть которой базируется на Илиаде Гомера. В этом эпическом творении лучше всех проявил себя новый ударник коллектива, убедивший всех слушающих, что Скотт не ошибся в своем выборе. Но проблемы шли за группой по пятам и вновь настигли ее в середине 93-го года, когда Atlantic по завершении контракта указали группе на дверь. И вновь, как всегда неожиданно, спасение возникло от очередной крупной компании, на которой работал Джон Калладнер, много лет занимавшийся бизнесом и выведший на звездную тропу Aerosmith и Whitesnake. Джон пригласил ребят на Geffen Records, которые моментально взялись за дело. Для начала компания скупила все права на альбомы группы у предыдущих компаний и переиздала в ремастированном виде все диски группы. Новая фирма не стала принуждать ребят моментально бежать в студию и создавать очередной шедевр, а наоборот, предложила им отправиться в очередное турне. Таким образом, следующие 2 года прошли в разъездах по миру, по окончании которых группа приступила к работе над альбомом. И снова смена состава. Шенкель счел, что пора завязывать с хэви-металом и возвращаться к любимой классической гитаре. И группа вновь озадачилась поисками подходящей кандидатуры. Первой идеей было возвращение Росса, однако основоположник предпочел все-таки сольную карьеру. Но вот в один прекрасный день Демайо буквально на одной из нью-йоркских улиц столкнулся с длинноволосым парнем по имени Карл Логан, который узнал басиста и сообщил, что уже много лет играет на гитаре в локальных хэви-металлических коллективах. Демайо пригласил Карла в студию, и после недолгого джема в присутствии всей группы новый участник был зачислен в ее ряды. Параллельно с этим бывший ударник Manowar Скотт Коламбус, не терявший с группой связь все эти годы, попросился обратно и был встречен с распростертыми объятиями. Кстати говоря, с сыном у Скотта уже было все в порядке, так что ничто особо не препятствовало его возвращению в родной коллектив. Итак, в 70% старом составе музыканты засели в студии, и буквально за полгода новый альбом был записан, смикширован и выпущен в свет. Ликованию фанатов не было предела. И если на предыдущем альбоме группа слегка отдалилась от своего классического звучания, то в этот раз все услышали самый что ни на есть классический альбом воинов. Новый гитарист идеально вписался в коллектив и доказал, что способен создавать весьма серьезные произведения и играть не хуже самого Росса.
На фоне всего альбома выделялась эпическая вещь, посвященная борьбе индейцев за выживание в родной стране после прихода туда европейских колонизаторов. Пришло время вновь отправляться в дорогу. Однако на этот раз группа решила начать со стран Южной Америки, в которых еще не играла ни разу в жизни. О том, какой их ждал там прием, и говорить нечего. Фанаты пачками скупали альбомы, забивались во все клубы и залы, где выступала группа, и доказали, что даже в богом забытых уголках мира Manowar знают и любят. Одновременно с турне группа по собственному желанию решила в очередной раз сменить звукозаписывающую компанию. На этот раз ее выбор пал на самый крупный в то время металлический лейбл, основной офис которого находился в Германии. Но только в 2002 году, спустя 6 лет после записи последнего студийника, группа выпустила новый альбом. В нем музыканты заметно поэкспериментировали со стилем, сохранив при этом привычную мощь и энергетику. Более того, в альбом вошел эксклюзивный кавер на арию Джакомо Пуччини «Пусть никто не спит», сделанный специально ради итальянских фанатов. После этого группа в очередной раз отправилась в длительные гастроли. Поскольку в это время группа не могла делать студийные записи, они заполняли ожидания DVD-релизами. А в 2003-м Ди Майо основал свой собственный лейбл, студию звукозаписи, которая стала штаб-квартирой Manowar. И следующий альбом был как раз выпущен там в 2007 году. Отыграв на многочисленных шоу в Европе, включая концерт, растянувшийся на 2 ночи, Manowar стали работать над новым мини-альбомом, релиз которого состоялся в 2009. Этот альбом состоял из 2 дисков, на одном был записан обычный трек-лист, а на втором – песня под названием «Отец» на 15 различных языках. В 2010 году журнал Classic Rock опубликовал интервью с барабанщиком Скоттом Коламбусом, который сказал, что не работал с Manowar с апреля 2008 и вообще покинул группу. Однако официального заявления не появлялось. И даже на сайте Коламбус все еще значился в составе и появлялся на фотографиях. Однако он также рассказал, что в 90-м и в 2008 годах он делал перерывы по причинам болезни и личной трагедии. Поэтому прозвучавшие в то время заявления об уходе не только не были правдивыми, но и были сделаны без его согласия. В том же году Джоуи Ди Майо объявил, что Хамзик вновь будет играть в группе после 26-летнего отсутствия. А спустя всего полгода Скотт Коламбус скончался в возрасте 54 лет. Причина его смерти до сих пор подлинно неизвестна. Ну а следующий студийный альбом вышел в 2012-м. В этом альбоме ребята отошли от симфонических элементов в пользу лобового зубодробительного хэви-металла. А одна из песен стала частью саундтрека одноименного американского боевика. Try to say
13-м группа объявила, что будет работать над перезаписью альбома 88 года. Эта перезапись, как и все предыдущие, позволила группе использовать современные технологии для более продвинутого звучания. Manowar, безусловно, оставили свой след в истории металла. К тому же вдохновили целое поколение в жанре, и квартет до сих пор остается популярным концертным коллективом во всей Европе. Группе принадлежит рекорд самого громкого концерта и самого долгого. И они по сей день готовы блюсти клятву на крови и играть все такой же боевой металл, собирая стадионы поклонников. Концертная деятельность для группы по-прежнему находится на первом месте, так что стальные колеса Manowar, по-видимому, не остановить уже никогда.